Откровение Лемурии, Атлантиды. Спасение. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Все уроки этих видеопередач, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Мир, пробудись, прах эго отряхни, и мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Я веду диалог с прекрасным созвездием, которое помогает планете, на которой мы все находимся. Это созвездие, мне его позволяют так назвать. Я не могу больше рассказать о нем, пока что, но его диапазон, его расширение понимания частично находится в Лемурии. Вся Лемурия состоит из всего этого, и поэтому эта передача звучит для наивысшего блага всего человечества. Я очень искусно это смогу передать, только по той причине, что я являюсь проводником цивилизации, о которой я буду говорить. Я являюсь частью этой цивилизации. Очень непросто это осознавать. У кого-то есть разные понимания, учения, обучение, и часть меня находится вот здесь, которая вам сейчас озвучивает, а часть находится там дома, в Лемурии. Планета, с которой пришли лемурийцы, находится гораздо дальше, и поэтому это как передвижение. И каждый из вас, кто слушает сейчас, снова и снова проговорите себе: «Я приму только ту мудрость, ту ясность источника, которая так мне необходима моему сердцу. Я это приму только в честности, в искренности». И когда вы так будете разговаривать многократно и по-разному, только тогда вы можете ощутить, услышать какое-то движение, принять какое-то звучание внутри себя. И вы полностью сосредоточены на центре своего солнечного сплетения. Это центр вашей силы. Сосредоточившись на нем, вы внутренней частью себя, вы будете ощущать и понимать, слышать немного по-разному ту часть себя. С вами на связи, напоминаем снова, мы Лемурия. Та часть сознания Творца, которая достигла совершенства. Мы прошли и изучили свои уроки и еще много чего. И мы находимся с сознанием своим в сознании Христа. Сознание Христа – это высокий тот ваш аспект в вас, который многочисленными убеждениями социума не принимается вами. Но это та большая часть в вас, которую необходимо осознать, принять. Это ускорит вашу целостность, активизирует шишковидную железу и позволит вам быстрее принимать и явно понимать эти потоки, которые идут на вашу планету сейчас. Это то разъединение, которое произошло на этой планете много времени тому назад. До сих пор не дает вам осознать, принять, кто вы такие на самом деле. Этот религиозный аспект, который старательно удерживал вас в вашем забытии, и, к сожалению, вы к нему привыкли и стали считать, что это норма. И это перекрыло вашу волю, силу и внедрило понимание бедности в самом широком масштабе, превратив сам аспект бедности в порок, которым вы все поражены, и не осознаете это. И здесь не такие уж сложные моменты, если ваше намерение стать собой. Найти истину, призвать знания, помогут вам снять эту блокаду. К какой бы вы вере ни относились, это произошло в планетарном масштабе. В многих учениях, которые на вашей планете сейчас проповедуют вам ложь, обессиливают это могущество в вас. И вы проводите жизнь за жизнью в поисках изобилия и истины. И не снимая сами эти проповеди, обучаясь тем учениям, вы остаетесь на тех же уровнях, не двигаясь. И снова возвращаясь, ищите новые какие-то обучения, и, как вы понимаете, все эти учения ложные и уводят вас от самих себя. Сознание Христа – это тот аспект,
без которого на высоких частотах невозможно вообще жить. В нем заключена та мудрость, все то, что было перекрыто. Достаточно открыть третью нить ДНК, и явность, проявленность этого могущества в вас будет явна. И если вы будете честны на всех своих позициях, и честность — это не социальная, а та настоящая, которая сотворена была Творцом. И каждая ваша мысль, и каждое ваше слово имеет значение и может изменить все. Вам это надо вспомнить, что все в этом мире зависит от каждой вашей мысли и каждого вашего слова. И слово «ответственность» вас пугает. А она совершенно разная, та божественная ответственность, от этой социальной, которой вас нагрузили. Вы дети Бога, и великую мудрость свою Он вам даровал, когда вы шли сюда. Это бесценный дар, и в ваших силах его сейчас поднять, осознать, принять. И скорость здесь нельзя замедлить ни секунды, это движение происходит во всей галактике. Движимость вашей планеты ускоряется с каждым рассветом. Пожелайте честно посмотреть на все. Пожелайте открыть глаза Бога в себе. Уберите распятие со своих чертогов, своего подсознания. У многих оно до сих пор там есть. Существует планетарное сознание Христа. Сознание Христа на самом деле это уровень 5-го измерения. И так как человеческая раса, которая так много допустила в свои объятия саму тьму, ей нужно ее растворить. Вы обняли тьму, вы ее, что называется, в объятиях этой тьмы, находились какой-то продолжительный промежуток времени. И продолжительность эта стала очень серьезной вашей угрозой. Вы саму связь с собой как бы расторгли. Не касайтесь, проживая годы, жизнь за жизнью, и не касайтесь самих себя. И это касание происходит при рождении и при уходе с этого воплощения. На самом деле творения, которыми вы являетесь, вы можете проживать всегда. И вот этот период времени, он сейчас настал на вашей планете. Передачи идут для тех, кто разумом своим достиг высот собственного звука, собственного дыхания. И осознать это физическим, рассудочной частью практически невозможно. То есть вы осознаете, что такие моменты, как рождение и смерть, это аспекты, которые происходят, в вас есть, но не были востребованы. И вам нужно востребовать, восстановить этот аспект. И первый аспект тот, который является вами, он находится в вас. И первое, что нужно, задать себе вопрос, поверить в это. Снова и снова вы касаетесь солнечное сплетение, чтобы ясность обретать, вы как можно чаще находитесь, практически всегда в солнечном сплетении с внутренней стороны вашего физического тела. И касаясь солнечного сплетения, задаете себе мысленные вопросы, что ограничивает меня, чтобы коснуться этого самого высокого уровня самого себя. Какую преграду я поставил, доверяя кому-то, социальному строю, в котором проживает человечество планеты Гая сейчас? Потому что мы, представители Лемурии и Атлантиды, являемся проводниками истинных частот, истинного света самого Творца. И мы находимся на этой планете. И мы находимся, с вашей точки понимания, очень высокий уровень мы берем. Мы прошли все эти уроки. Мы осознавали всегда, кто мы есть. То есть каждый день прожитый, каждое мгновение – это осознание. И находясь в этих чертогах, планета сейчас раскрывает много секретов. Это тот, назовем его вашим языком, элемент ваших сознаний, который может вам раскрыть вашу силу, ваши возможности, ваши способности изобилия, и через какой-то промежуток времени, и насколько вы будете внимательны ко всему этому. Когда вы это осознаете и находитесь в связи с этими аспектами, сознательно ваши мысли и слова материализуются, и вы управляете своей жизнью, изобилием, богатством в вашей власти. Насколько вы честны будете принять диапазон галактик, с которых вы пришли. Многие галактики находятся сейчас в ожидании вашего пробуждения. И ваше пробуждение — это все, вся планета, все человечество. И это необходимо, ибо угроза вашего существования взяла сейчас пик. В вас какие-то части сознания,
кто вещает немного, пытается скрыть от вас правду, и правда в том, что ваше человечество, ваша цивилизация всего человечества планеты Гая находится в пиковом состоянии, где угроза превысила все, что только можно было. Эта угроза стоит. Она медленно двигается, вы в ней находитесь, вы в ней проживаете. И поэтому вам необходимо сейчас всем поразмыслить. У вас есть возможность сдвинуть это. То есть тот маятник, так это ваше произношение, маятник качнулся в более высокие состояния, набрал бы высоту звука. Ибо планета также является звуком. Мы сейчас ведем этот диалог с вами на расстоянии вытянутой вашей руки. Мы имеем такую возможность, мы имеем такое понимание, то есть касаемся вашего того, что вы так по-разному воспринимали сердцем. Вы к нему относились как к какому-то органу, который существует у вас для того, чтобы так вот перекачивал, увеличивал энергию в сосудах. Разные ваши убеждения, очень разные, и очень-очень заниженные они. То есть сердце находится, ваше божественное, ваше святое сердце, находится в ваших физических телах, в вашем физическом сердце. И вам нужно это осознать, и рассудочная часть сейчас находится в затишье, и если вы внимательно это слушаете. Она затихла, потому что она не может этому объяснение дать. На самом деле, это очень просто, это естество ваше. И вот здесь возникает вопрос, как же так? Будучи в физических телах, вы огромную часть времени проводили в утешении своих каких-то эмоций, создавали какие-то игры. Вы находились в игре, которую вам, как матрицу, пододвинули те захватчики вашей планеты. И вот сейчас почему мы вам хотим это передать, чтобы можно было это снять с вас. Вот эту захватившую и убрать их игру. То есть время планеты в активное движение. Все планеты, которые находятся сейчас на вспомогательном градусе к вашей планете, они сейчас вам помогают. Это будет длительный процесс, и они будут разные, эти уровни, разные состояния. Но он обязательно берет весеннее равноденствие полностью, то есть весна здесь активизирует все движение энергии, и нужно успеть пробудить и быть в этом. И поэтому действия каждодневные, все разные, с нарастающей должны быть. То есть вы должны осознанно проживать каждый день, осознавая, что вы с каждым днем становитесь сильнее, свободнее, мудрее, богаче. И один из аспектов, который в вас перекрыт и он находится, мы не будем сейчас объяснять, но он явно проявлен, видимый, это сознание Христа, это Христос, это распятие Христа. Мы снова и снова возвращаем вас к этому, это перекрыто, это голограмма, которую сняли Нибиру захватчики, и они вам ее транслируют. Трансляция эта произошла какой-то период времени назад, и сейчас, посещая храмы, вы это удерживаете. И если вы перестанете это делать, они распылятся, то есть рассыпется их матрица управления вами. То есть матрица, игра, которую они создали, это управлять вами, как теми аспектами, которые они делают, как мышами, как какими-то маленькими зверюшками. Поверьте, услышьте сейчас в этой игре. Но вы обладаете могуществом, и вам нужно сейчас это услышать. У вас есть это мгновение, верьте в это. Пожелайте себе услышать истину солнечным сплетением, и та часть, которую вы называете горловая чакра. Она также по-другому выглядит, она также многоуровневая часть. Так вот, проговорив в себе глубиной горловой чакры. Это не просто слово, это объятие всего этого. И вот глубиной горловой чакры, ибо разговаривали вы поверхностно, неосознанно. На самом деле, вы горловую чакру практически не трогали. Вы говорили, это то, что мы объяснили, область горла. У многих горловая чакра просто забетонирована. И она начиналась тогда, когда вы родились. Первый плач ребенка, замолчи, не плачь, вот оттуда это пошло. И каждому из вас, если вы начнете раскрывать горловую чакру, то у многих из вас младенческий плач будет выходить. Это первый признак того, что вы открываете не что-то, не какие-то там, а настоящую горловую чакру. И если вы сейчас, слушая, начнете это принимать, солнечное сплетение, горловая чакра, объединяя их,
и дальше продолжайте слушать. Тогда будет происходить полная реконструкция ваших тел, ваших мыслеформ. Они станут более быстрыми, ибо это ускоренный процесс. Все имеет значение. Не физическое это восприятие, а имеет значение то созданное вами, из чего вы состоите. И мы снова и снова вас возвращаем, когда вы к религиозным устоям сознания Христа, распятия Христа, когда маленькие посещали эти монастыри или еще какие-то культуры, которые верят. Вы тогда искали Бога, вы искали свой дом. И вот там, когда вы приходили и вели вас во все эти потаенные, созданные Нибиру и Дзета монастыри, церкви, и где вы видели. Если бы вы это осознали сейчас, как было ребенку видеть распятие? Что чувствовали ваши те души, те ваши восприятия души? Ведь они все знали. Та часть вас, которая в вас воплощается, которую вы называете душа, по-разному здесь звучит. Она ведь знала, кто такой Иисус всегда. И когда вы видели это распятие, поверьте, какое закрытие, какое захлопывание произошло вашего горлового центра. Называем так горлового центра. А если произошло так, ваши легкие были сразу же уменьшены, и это имеет значение. И эта энергоструктура ваша сразу полностью поменялась. И кто слушает сейчас, вспомните, когда вас впервые привели, когда вам это показывали. И это показывали как празднование, это было как празднование распятия Бога. Он олицетворял и олицетворяет у вас по-прежнему Бог. И представьте, так часть вашей вилочковой железы, которая напрямую связана и с центром силы солнечным сплетением, и с горловой чакрой, также перекрыта была. И она не просто у многих по-разному, она как будто закручена была в какие-то металлы, в какие-то непонятно что, и у всех по-разному. И все, что мы хотим этой передачей, это все открыть. И в эти моменты, если вы слушаете это несознательно, не через парадигму каких-то ваших учений, а напрямую солнечным сплетением. Слушайте солнечным сплетением, вы начнете это познавать. Это познание будет у вас очень по-другому складываться. То есть вы звука не будете, как такового, слышать. А какое-то внутреннее будет понимание, что вы это знаете. Вы это знали всегда. И что Иисус живой, вечно живой. Каким Он был, таким Он и остался. Он сделал очень большую миссию, когда приходил сюда. Но вечность Его никогда не прерывалась. Это невозможно было прервать, и вам нужно это сейчас осознать. И тогда вы теряете весь страх бедности. Все, что управляет сейчас вами, это страх бедности. Поэтому вам это есть полное доказательство. Пандемия перекрывает бизнес и всю эту денежную структуру, каналы, и это самый большой страх, который в вас существует. Вам сейчас это под силу снять, разрушить это собственным мышлением, солнечное сплетение, вилочковое железо. Солнечное сплетение – это не только центр силы, там огромное вместилище вашего могущества, мы говорим истину, галактика. В какой галактике вы находитесь? Вы, находясь на планете Гая, с какой галактики вы пришли? Какой мудростью, каким могуществом вы обладаете? И вам нужно это осознавать. И сейчас у вас эти планеты, они не просто какое-то вам утешение несут. Они выполняют огромную работу по освобождению цивилизации человечества на этой планете. И давая планетам имена, вы уменьшаете их силу. Давая имена, что планета отвечает за то, за это. Они все находятся в большом своем восприятии. Нести вам те потоки, которые вам нужны для пробуждения, вот этих частей, которые есть в вас. Они для этого там сейчас выстроились, для того, чтобы вы включились, чтобы произошло вот это большое, сильное, глобальное осознание, то есть ясность произошла. И поэтому ледники тают, и много чего происходит. И вам на все нужно смотреть правдиво. То есть почему они тают, какая энергия, какая сила идет сюда, что происходит с ней. И когда вы пытаетесь это перевести на логику, вы еще больше пугаетесь. Здесь нет логического, и правдивости нет. И те мастера, которые достигли уровня сознания, они не лукавят,
Они не несут ложь, не утешают и не зарабатывают на этом свой бизнес. Их задача совершенно в другом – показать вам вашу силу, вашу истинность. И передавайте всем как можно большее количество пробудить. Это вы умеете, вам это просто. И мы, находясь в самом центре нашей планеты, в звуке ее сердца, никогда не расстаемся со звуком своих сердец. То есть мы звучим с ней в унисон. То есть наша любовь бесконечная и безусловна к ней, и также мы принимаем ее безусловную любовь к себе. То есть взаимообмен у нас вот такой происходит. Но так важны сейчас ваши души, ваши те аспекты вашего сознания, которые необходимо раскрыть, чтобы сердца у вас также заговорили. И когда в вас какие-то бывают ощущения, небольшие какие-то ощущения в теле, вы этому радуетесь и довольствуетесь. Никогда не довольствуйтесь малым, нужно ваше полное честное восприятие всего того, что происходит. У нас есть очень много тех возможностей, которые мы сможем вам передать. У нас это не секреты, это открытие вашего могущества, которое мы сейчас несем. Мы вас не утешаем, ибо правду вам нужно знать. Правда в том, что вы находитесь сейчас в таком состоянии, то есть состояние пика опасности и состояние пика принятия и раскрытия. Оно стоит и практически невозможно, если вы продлите свой сон, свою медлительность, свое зажатие, то может выйти на поверхность именно та часть глобального потепления, таяние ледников и продление этой пандемии. То есть вам нужно сейчас, и чтобы это не произошло, это зависит от ваших пробужденных частей вас в вас. И слушая сейчас эту передачу, пообещайте себе и создайте самое главное, что вам нужно, это создать намерение. Победить, отпустить, осветить, рассмотреть все свои ограничения, все свои страхи и напрямую с сердцем каждый рассвет, каждое мгновение посылать ему благодарность самой планете. Чтобы с ней в унисон зазвучали, чтобы ваши сердца слышали друг друга. И вот это есть и победа всего человечества, без нее вам не справиться. И она вас всегда любила и любит. И ее любовь бескорыстна, она необычайна, она настолько могущественна и сильна. Она все. Она всеобъемлющая, она все знает. Она не знает страха, она настолько уверена в себе. И вот эта уверенность, также соприкасаясь с планетой, с природой, с морями, океанами, вы сможете увидеть, где есть эта возможность, везде-везде примените свою вот эту осознанность и пожелание быть в единстве с ними. И ваш уровень сознания очень быстро поднимется. Подняв свой уровень сознания, вы очень быстро освободите свои энерготела, энергоструктуру, и ваши физические тела наберут силу, здоровье, и легкие начнут расширяться. Вы не дышите на самом деле. Вы дышите только для того, чтобы существовать. Диапазон легких практически вообще нулевой. Вам нужно это осознать. Мы были с вами в свете истинности. Как вы поступите, как вы примите, насколько будут ваша стать, ваше непомерное желание высвободиться от гнета, от той игры, которую они вам навязали. Выйдите из этой матрицы, просто выйти из их обмана, выйти из повиновения тех, кто решил вами управлять. И ваш уровень сознания очень быстро меняется. И ваше это понимание должно усилить вашу вибрацию, частоту. И начинайте каждое утро и каждое мгновение, солнечное сплетение даст очень много раскрытия, начинайте разговаривать звуком сердца, и солнечное сплетение, вилочковое железо, горловая чакра. И здесь же снова возвращайтесь, сердечная чакра. И вот этот ваш, вы его назвали треугольник силы, он гораздо больше. Это планетарный, огромный, осознающий энергоцентр, который находится в ваших телах, в ваших существах. Он не находится полностью в вас, он частично в вас. И чтобы вам его понимать, и чтобы вам его осознать и слышать, вам нужно разблокировать все, что вы нагородили, и то, что вы держали у себя, как основу. Основа вас именно та энергия, которую вы сейчас хотите принять. И принять ее можно только, раскрыв в себе принятием знания и понимания. Свет, который идет на планету,
если человечество это не охватит приемом, принятием, он пройдет мимо планеты. И поймите простую вещь, это такая простота, то есть сама планета не сможет это все взять, если вы сознательно не пробудитесь. Вот в этом самая большая угроза. Поэтому активность вашего пробуждения собственного и передача другим – это самое важное для вас сейчас. Эти потоки минуют ее, минуют вас, и все, что будет происходить, вам будет очень-очень печально. И всех, кто нас слушает и делится с другими, мы благодарим за их активность, мудрость, понимание и решительность. Усильте. Усильте свое желание, намерение и огромная вам благодарность за то, что вы этим будете делиться. И вы обязательно почувствуете благодарность планеты. И снова напоминаем, чтобы убрать бедность, вам нужно убрать распятие Христа. Это один из аспектов, который кажется невидимым. Поэтому многие из вас не соглашаются, поэтому переслушайте, пересмотрите и шагайте. Удачных вам свершений, озарений, вдохновений и влюбленности в собственные энергии. Благодарность энергии планеты и самого Создателя. Не пытайтесь на кого-то быть похожими, ибо у каждого своя галактика. Вспомните, это обращение галактики к вам. Мы ждем вашего усиленного пробуждения. Сила свободы. Курс Дельфины. Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Та сила, которая нам дана, она усиливается сейчас в сотни тысяч раз. И нам ее нужно взять, по-настоящему честно принять. Нам необходимо ею стать, не просто взять. Чтобы снести все эти безумные планы их, тех, кто потерял все, и в своем безумии пытается уничтожить человечество и планету. Нам необходимо громко всем об этом вспомнить и восстановить ту изначальную проводимость световую и непомерную благодарность единства с планетой. Стать этим и навсегда потерять все страхи. Дать сиять своему солнцу внутри себя. Это самые важные дни. И нам необходимо успеть здесь как можно больше активировать в себе эту силу. Вспомнить, что совершенство наше находится в нас, внутри. Это то волшебство, которое так долго ждет своего пробуждения в нас. Это то волшебство, это та величественная, естественная, волшебная сказка, о которой мы так много подзабыли и даже в детстве не мечтали. Нам ее необходимо достать, раскрыть, понять и принять. Решайтесь, решительности всем, и делитесь этим как можно больше и чаще. Нам всем это очень нужно. Курс Дельфины. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Приглашаем на уникальный практический онлайн-курс. Обучение, которое ведут Плеяда, Сириус, дельфины. Настоящая активация божественности, изобилия в единении осознанном принятии денежного изобилия.
в ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности, усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. В восстановлении баланса женской и мужской энергии гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибраций собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части, воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь, нет возможности откладывать. Воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы божественности в себе. Вопросы и запись по номерам в описании.